что если самая смертоносная жаба планеты случайно создала новый вид змей, быстрее, умнее и устойчивее к яду, чем любая змея до нее. Тростниковую жабу завезли в Австралию в 1935 году 20 века, и за 90 лет она убила миллионы местных хищников. Но не всех. Некоторые змеи не просто выжили, они изменились физически, перестроили химию своей крови и научились есть жабу, которая убивает все остальное. Вот как это произошло. В июне 1935-го на сахарной плантации штата Квинсленд выпустили 101 экземпляр тростниковой жабы. Биолог Реджинальд Мунгомери привез их с Гавайев по заданию Бюро сахарной промышленности. Жабы должны были уничтожать жуков-долгоносиков, которые пожирали урожай тростника. Уже через несколько месяцев стало ясно, что жабы долгоносиков почти не трогают, жук живет высоко на стебле, а жаба прыгает только по земле. Но было поздно, жабы уже размножались. Одна самка тростниковой жабы откладывает до 35 тысяч икринок за один раз. Не за сезон, за один раз. При этом размножается она дважды в год. К 50-м годам жабы вышли за пределы плантаций. К 80-м пересекли границу северной территории. Сегодня их популяция в Австралии превышает 200 миллионов особей, и фронт распространения движется со скоростью 60 километров в год. Сама по себе тростниковая жаба – крупное животное. Взрослая особь весит до 1 килограмма 800 граммов. Рекордный экземпляр, пойманный в Квинсленде, весил 2 килограмма 650 граммов и получил прозвище Тоадзила. Но размер не главная проблема. Главная проблема – яд. На плечах жабы расположены 2 крупных железистых выроста – паротоиды. При малейшей угрозе они выделяют буфотоксин, смесь из более чем 20 токсичных соединений. Среди них буфадиенолиды, которые блокируют натрий-калиевый насос в клетках сердечной мышцы. Сердце животного, укусившего жабу, начинает биться хаотично и останавливается. Смерть наступает за несколько минут. Австралийские животные не имели эволюционного опыта контакта с буфотоксином. На других континентах хищники тысячелетиями вырабатывали устойчивость к похожим токсинам или просто избегали таких жертв. В Австралии не было ни того, ни другого. Варан Гулд заглатывал жабу целиком и умирал. Змея красношейная кефалозис хватала жабу и падала замертво через 8 минут. Квинслендский крокодил Джонстон, укусив жабу, терял ориентацию и тонул. Кошки, собаки, динго – все реагировали одинаково. Биолог Рик Шайн из Сиднейского университета начал систематически фиксировать гибель хищников в зоне продвижения жаб с 1988 года. Его данные показали, в первые 2-3 года после появления жаб на новой территории популяции варанов сокращались на 70-90%. Популяции некоторых видов змей на 40-60%. Это не постепенное вытеснение, это экологический обвал. Именно здесь начинается самая неожиданная часть этой истории. Среди погибших хищников были не все змеи. Несколько видов продолжали встречаться на территориях, где жабы уже жили годами. И когда ученые начали сравнивать этих выживших с их сородичами из регионов без жаб, они обнаружили кое-что, что не укладывалось ни в одну стандартную модель эволюции. Рик Шайн поймал первую аномальную змею в 2002 году на севере северной территории. Это была древесная змея вида Dendrelaphis punctulatus, обычный обитатель австралийских лесов, тонкий и быстрый охотник длиной около метра. Необычным было то, что она жила на территории, где жабы появились 7 лет назад, и была абсолютно здорова. Шайн взял у нее кровь и отправил в лабораторию. Результат пришел через 3 недели. Концентрация буфадиенолидов, при которой у этой змеи начиналось нарушение сердечного ритма, была в 15 раз выше, чем у той же змеи из региона без жаб. Сердечные клетки просто перестали реагировать на токсин так же остро. Это была не случайность, это была физиологическая адаптация. Буфадиенолиды действуют через специфический белок на поверхности клеток сердечной мышцы – натрий-калиевую аденозин-трифосфатазу. Токсин связывается с этим белком и блокирует его работу. У змей из популяции, живущих рядом с жабами, этот белок изменил свою форму на молекулярном уровне. 3 аминокислоты в его структуре заменились на другие, и токсин перестал стыковаться с мишенью так плотно, как прежде. Яд попадал в кровь, достигал сердца, но не мог полностью заблокировать его работу. Эту мутацию нашли независимо друг от друга 2 группы ученых. Команда Шайна в Сиднее и группа Бена Фипса в Дарвине в 2016 году. Мутация присутствовала у змей минимум в 6 разных видах, живущих в зоне распространения жаб. При этом у змей того же вида из районов, где жабы еще не появились, мутаций не было вообще. Скорость, с которой это произошло, шокировала исследователей. От момента появления жаб на конкретной территории до фиксации мутации у местных змей проходило в среднем от 8 до 20 лет. В эволюционных масштабах это ничто, меньше 1 мгновения.
Стандартная эволюция работает через тысячи поколений. Здесь изменение закрепилось за 3-5 поколений змей. Механизм прост и жестокий. Змеи без мутации хватали жаб и умирали. Змеи с мутацией хватали жаб, получали дозу яда, выживали и продолжали размножаться. Через несколько поколений соотношение резко менялось в пользу носителей мутации. Это классический отбор. Но с такой интенсивностью давления, которую в природе фиксируют крайне редко. Параллельно с молекулярными изменениями ученые зафиксировали кое-что еще. Змеи в зоне жаб начали физически уменьшаться, точнее уменьшались их головы. Размер головы у змеи напрямую определяет максимальный размер добычи, которую она может проглотить. Тростниковая жаба среднего размера весит от 150 до 300 граммов. Змея с маленькой головой физически не может проглотить взрослую жабу целиком, и поэтому не получает летальную дозу яда за один раз. Она может укусить жабу, почувствовать горький вкус буфадиенолидов и отпустить ее, не успев накопить смертельное количество токсина в крови. Это означало, что отбор шел одновременно по двум направлениям: на молекулярную устойчивость к яду и на поведенческое избегание смертельной дозы через анатомическое ограничение. Оба изменения закреплялись независимо и усиливали друг друга. Когда фронт жаб пересек границу северной территории в 1984 году, местные рейнджеры начали находить мертвых змей вдоль дорог и у водоемов десятками. Через 2 года сотнями. Смерть выглядела одинаково. Змея лежала на боку, тело слегка скручено, челюсти иногда все еще сжаты на жабе. Сердце останавливалось так быстро, что змея не успевала разжать хватку. Зоолог Томас Ловридж систематизировал эти находки в 1989 году, объехав 300 километров маршрутов вдоль реки Дейли. За 4 недели он зафиксировал 217 мертвых змей 13 видов. Среди них смертоносная тайпан, коричневая змея, тигровая змея. Все они считались вершинными хищниками своих экосистем. Все погибли от контакта с жабой, которая весила меньше трети их собственного веса. Особенно жестокий удар получил вид Pseudechis australis. Мультибандная коричневая змея. Один из самых распространенных крупных хищников Центральной Австралии. Ее яд входит в десятку самых токсичных в мире. Она охотится на грызунов, ящериц и других змей. Но против буфотоксина ее собственный яд не имел никакого значения. Популяции Pseudechis australis в зонах первичного контакта с жабами сократились на 55-70% за первые 5 лет. Смерть происходила не мгновенно, и это делало ее еще более показательной с научной точки зрения. Буфадинолиды всасываются через слизистую рта в течение 2-3 минут после захвата жабы. Первые симптомы – обильное слюноотделение и потеря координации – наступали через 5-7 минут. Затем начинались судороги, сердечный ритм сбивался на 12-15 минуте. Остановка сердца – в среднем через 18-22 минуты после первого контакта с жабой. Ученые фиксировали это в лабораторных условиях с точностью до секунды, потому что понимали – они наблюдают за отбором в реальном времени. Гибель змей имела немедленные экологические последствия. Там, где исчезали крупные змеи, резко вырастала численность грызунов. Агути, кроличьи, крысы, мыши. Грызуны уничтожали семена местных растений быстрее, чем те успевали прорасти. Некоторые участки леса в северной территории за 10 лет потеряли до 30% подлеска именно по этой цепочке. Жаба убивает змею, змея больше не давит грызуна, грызун уничтожает семена. Но среди этого массового вымирания происходило кое-что, что поначалу никто не воспринимал всерьез. Несколько видов змей не исчезали. Они теряли особи, их численность падала, но не обрушивалась до нуля. Рейнджеры списывали это на случайность или на особенности конкретного участка. Шайн думал иначе. Он начал отлавливать выживших и проверять их реакцию на буфотоксин в контролируемых условиях. Процедура была простой. Змеи вводили дозу буфадиенолидов, рассчитанную как летальная для особи данного веса, и наблюдали. Змеи из популяции без жаб умирали в 92% случаев. Змеи из популяции, живущих рядом с жабами больше 10 лет, выживали в 68% случаев при той же дозе. Разница была настолько очевидной, что Шайн повторил эксперимент трижды с разными выборками. Результат не менялся. Это был момент, когда стало ясно: перед учеными не статистический шум и не случайная выборка. Перед ними эволюция, которую можно измерить прямо сейчас, не реконструируя ее по костям и не моделируя на компьютере. Живая, текущая, документируемая эволюция под давлением одного инвазивного вида, завезенного человеком 90 лет назад. В 2008 году команда Шайна опубликовала в журнале Proceedings of the Royal Society данные, которые перевернули несколько устоявшихся представлений об эволюции. Исследование охватывало 32 популяции змей 8 видов, собранные вдоль всего фронта продвижения тростниковых жаб, от Квинсленда до западного края северной территории. Каждую популяцию сравнивали с контрольной группой того же вида из региона без жаб. Результаты были однозначными. Популяции, контактировавшие с жабами дольше всего, показывали максимальные морфологические и физиологические изменения.
Популяции на свежем фронте минимальные, популяции без контакта никаких. Это была идеальная градиентная картина естественного отбора, развернутая в пространстве вместо времени. Ученые буквально могли проехать по карте с запада на восток и наблюдать эволюцию в разных ее стадиях одновременно. Скорость изменений пересчитали в стандартных единицах эволюционной биологии – дарвинах. Один дарвин означает изменение среднего признака популяции в Е раз за 1 миллион лет. Изменения размера головы у австралийских змей в зоне жаб составили от 35 тысяч до 150 тысяч дарвин. Для сравнения, средняя скорость эволюции в палеонтологической летописи около 0,09 дарвина. Змеи эволюционировали в сотни тысяч раз быстрее обычного. Параллельно с головой менялось поведение. Это оказалось еще более неожиданным, потому что поведенческие изменения в норме требуют нейронной перестройки. Процесса куда более сложного, чем изменение размера кости. Змеи из популяции с длительным контактом с жабами реже атаковали крупных жаб в экспериментальных условиях. Им предлагали выбор между мелкой жабой, крупной жабой и ящерицей сопоставимого размера. Змеи без опыта контакта с жабами атаковали все подряд. Змеи из зон с жабами атаковали ящерицу и мелкую жабу и игнорировали крупную. Никто не учил этих змей избегать крупных жаб. У рептилий нет культурной передачи знаний, они не обучают детенышей. Каждая змея рождалась и сталкивалась с жабами впервые самостоятельно. Это означало только одно – предпочтение избегать крупных жаб было генетически закреплено в популяции. Змеи, которые инстинктивно игнорировали крупных жаб, выживали и передавали этот инстинкт потомству. Змеи без этого инстинкта погибали. Зоолог Грегори Браун из той же команды Шайна проверил, насколько глубоко закреплено это изменение. Он взял яйца змей из популяции с жабами, инкубировал их в полной изоляции, детеныши никогда не видели жабу, и после вылупления провел стандартный тест на пищевые предпочтения. Молодые змеи, никогда в жизни не встречавшие жабу, все равно реже атаковали крупные объекты, имитирующие жабу, чем их сверстники из популяции без жаб. Изменение было врожденным. Это разрушало популярное упрощение о том, что рептилии эволюционно застывшие существа с жестко фиксированным поведением. Змеи продемонстрировали способность к быстрой генетической перестройке поведенческих программ в ответ на новый экологический стресс. Быстрее, чем многие виды птиц и млекопитающих в аналогичных ситуациях. Но самый странный факт обнаружился не в лаборатории, а на полевых маршрутах. Несколько видов змей в зоне жаб не просто перестали умирать от контакта с ними. Они начали их есть. Регулярно, целенаправленно, в значительных количествах. И это поставило перед учеными новый вопрос. Если змея теперь может есть жабу безнаказанно, что происходит дальше с экосистемой, которую жаба разрушала последние 90 лет? Череп змеи – это не просто кость. Это точный измерительный инструмент, который определяет, что она может съесть и что ее убьет. Ширина головы относительно длины тела у змей напрямую коррелирует с максимальным диаметром добычи, которую они способны проглотить. Изменение этого соотношения на 10% означает принципиально другой рацион. Шайн и его коллега Бенджамин Фипс в 2010 году провели обмеры голов у 3200 змей 9 видов, собранных по всему фронту распространения жаб. Соотношение ширины головы к длине тела у змей из зон с жабами оказалось в среднем на 8,3% меньше, чем у тех же видов из зон без жаб. 8% звучит незначительно, пока не понимаешь, что именно это означает на практике. Тростниковая жаба весом 180 граммов имеет ширину тела около 6 сантиметров в самом широком месте. Змея с уменьшенной головой физически не может проглотить такую жабу целиком. Она может укусить ее, удерживать несколько секунд, но не заглотить. А именно заглатывание дает максимальную дозу яда. Буфадиенолиды выделяются паротоидными железами при сдавливании, и чем дольше жаба находится в пасти и глотке, тем больше токсина всасывается через слизистую. Змея с маленькой головой получает сублетальную дозу, отпускает жабу и уходит. Змея с большой головой заглатывает жабу полностью, получает дозу в 10-15 раз выше и умирает. Это создало жесткий отбор против крупных голов в популяциях, живущих рядом с жабами. Каждое поколение крупноголовых змей выкашивалось с жабами. Каждое поколение мелкоголовых выживало и размножалось. За 5-7 поколений средний размер головы в популяции сдвигался измеримо и стабильно. Натуралист Джонатан Уэбб из Технологического университета Сиднея проверил, сохраняется ли это изменение в условиях без жаб. Он взял змей из популяций с уменьшенными головами, перевез их в террариумы без какого-либо контакта с жабами и наблюдал за их потомством в течение 3 поколений. Размер головы не вернулся к исходному. Изменение закрепилось генетически и не откатывалось даже при снятии давления отбора на протяжении 3 генераций наблюдений. Но уменьшение головы имело и обратную сторону. Змеи с меньшими головами не могли охотиться на прежний спектр добычи. Крупные грызуны, крупные ящерицы, другие змеи – все это становилось труднодоступным или полностью недоступным.
Рацион сужался. Некоторые виды частично переключились на более мелкую добычу – насекомых, мелких лягушек, небольших ящериц. Это означало, что тростниковая жаба изменила не только физиологию змей, но и их экологическую роль. Змея, которая раньше контролировала популяцию крупных грызунов, теперь охотилась на мелких. Ее место в пищевой цепи сдвинулось на один уровень вниз. В масштабах одной особи это незаметно. В масштабах популяции из нескольких тысяч змей на площади в сотни тысяч квадратных километров – это реструктуризация целой экосистемы. Самое поразительное в этой истории то, что уменьшение головы и молекулярная мутация белка мишени развивались независимо и в разных популяциях с разной скоростью. В одних популяциях доминировала анатомическая защита, в других – биохимическая. В-третьих, присутствовали обе. Эволюция не выбрала один путь, то есть она испытывала все доступные варианты одновременно, и каждый из них давал преимущество. Мутация в гене натрикалиевой аденозин-трифосфатазы не появилась из ниоткуда. Она существовала в популяциях австралийских змей задолго до появления тростниковых жаб. Просто в ничтожно малой концентрации. Генетики из университета Квинсленда в 2019 году проанализировали музейные образцы тканей змей, собранных еще в 20-х и 30-х годах 20 века, до завоза жаб. Мутация присутствовала примерно у одной особи из 200. 300. Она не давала никакого преимущества и не распространялась. Появление жаб мгновенно изменило ценность этой мутации. Носители редкого варианта гена вдруг получили колоссальное преимущество выживаемости. Каждое поколение удваивало или утраивало долю носителей в популяции, потому что альтернатива – смерть от первой же встречи с жабой. Математики из той же группы подсчитали, при давлении отбора, которое создавала жаба, мутация должна была пройти путь от одной особи из 200 до большинства популяции за 7-12 поколений. Средняя продолжительность поколения у большинства австралийских змей средних размеров 3-4 года. Итого 25-45 лет. Полевые данные точно совпали с этим расчетом. В популяциях, контактировавших с жабами 25-30 лет, мутация присутствовала у 60-70% особей. В популяциях с 40-летним контактом у 85-90%. Математическая модель и реальность давали одинаковый результат с погрешностью менее 10%. Но здесь возникал принципиальный вопрос, который разделил научное сообщество на два лагеря. Одни исследователи утверждали, что наблюдаемые изменения – это чистый естественный отбор. Жаба просто убивала носителей старого варианта гена быстрее, чем те успевали размножиться. Никакого нового генетического материала не возникало, просто менялась частота уже существующих вариантов. Это называется изменением аллельных частот и является базовым механизмом эволюции. Другие настаивали, что в зонах наиболее интенсивного контакта с жабами появлялись новые мутации. Не просто отбор из существующего разнообразия, а реальное возникновение новых генетических вариантов под давлением стресса. Эту гипотезу поддерживал биолог Эндрю Прайс из университета Эксетера, который в 2021 году опубликовал анализ геномов 342 змей из 18 популяций. Он нашел несколько мутаций в регуляторных участках гена аденозин-трифосфатазы, которых не было ни в одном музейном образце до 1935 года. Это были именно новые мутации, не извлеченные из старого резерва, а возникшие после контакта с жабами. Спор не закрыт до сих пор. Большинство специалистов считают, что основной механизм – отбор из существующего разнообразия, но небольшая доля изменений могла возникнуть заново. Для практических целей это различие не принципиально, результат одинаков. Популяции змей изменились быстро, измеримо и необратимо. Необратимость – отдельный ключевой момент. Когда популяция теряет большинство носителей исходного варианта гена, вернуться к прежнему состоянию крайне сложно. Даже если жаб полностью уничтожить завтра, новый вариант гена останется доминирующим в популяции, потому что он не несет никаких затрат для организма. Змея с мутантным белком аденозин-трифосфатазы не теряет ничего в скорости, силе или репродуктивной способности. Изменение закреплено навсегда. Именно это делает австралийский случай уникальным в мировой науки. Обычно эволюционные изменения реконструируют по ископаемым остаткам спустя миллионы лет после того, как они произошли. Здесь ученые наблюдали весь процесс в реальном времени, от начальной точки до закрепления изменения, за время одной человеческой научной карьеры. Рик Шайн начал полевые наблюдения в 1988 году и к 2020-му задокументировал полный цикл эволюционного ответа на новый экологический стресс от первых смертей до стабилизации измененной популяции. Змеи оказались не единственными, кто адаптировался к тростниковой жабе. Но они адаптировались быстрее и глубже всех остальных.
И именно сравнение с другими видами показывает, почему. Варан-гул – крупная ящерица длиной до 1,5 метров, один из главных наземных хищников Австралии. Погибал от жаб так же массово, как и змеи. Но к 2015 году в некоторых популяциях вараны начали демонстрировать измененное поведение. Они обнюхивали жабу, но не хватали. Зоолог Мэтью Грейвс из университета Мельбурна проверил, является ли это врожденным или приобретенным. Оказалось приобретенным. Варан учится избегать жабы после одного контакта, который не убивает его, но вызывает сильное недомогание. Это поведенческая пластичность, не генетика. Варан не изменился физически. Он просто запомнил. Это принципиальное различие. Варан избегает жаб, потому что помнит плохой опыт. Змея избегает крупных жаб, потому что так устроен ее геном. Если варана, который никогда не встречал жабу, столкнуть с ней впервые, он с высокой вероятностью ее атакует. Если змею из популяции с 40-летним контактом, никогда лично не видевшую жабу, столкнуть с крупной жабой, она с высокой вероятностью ее проигнорирует. Разница между культурной памятью и генетической памятью. Квинслендский крокодил Джонстон показал третий вариант адаптации. Физиологический, но не генетический. Крокодилы, выжившие после контакта с жабой, имели повышенный уровень определенных печеночных ферментов, которые частично нейтрализуют буфадиенолиды. Это не мутация, это индивидуальная физиологическая реакция организма на токсин, похожая на то, как человеческая печень адаптируется к регулярному воздействию некоторых веществ. Передается ли это потомству Дейса, неизвестно, исследования продолжаются. На фоне этих трех стратегий, поведенческой памяти варанам, физиологической адаптации крокодила и генетической перестройки змей, ученые начали искать, есть ли виды, у которых уже была врожденная устойчивость к буфотоксину до появления жаб в Австралии. И нашли. Ворона-падальщик австралийская, Corvus coronoides, оказалась практически полностью невосприимчива к буфадиенолидам. Биохимики из Университета Западной Австралии в 2017 году проверили образцы крови австралийских ворон и обнаружили, что их натрий-калиевая аденозин-трифосфатаза имеет структуру, при которой буфадиенолиды связываются с ней в 20 раз слабее, чем у большинства позвоночных. Это не адаптация к тростниковой жабе. Вороны приобрели эту особенность задолго до появления жаб. Вероятно, как защиту от других токсичных животных австралийской фауны. Вороны это использовали немедленно. Они научились переворачивать жабу на спину и клевать ее мягкое брюхо, избегая паротоидных желез на плечах. Этот прием распространился среди ворон в зонах контакта с жабами в течение нескольких лет, именно как культурная передача через наблюдение. Молодые вороны учились у старших. Здесь снова поведенческая пластичность, но опирающаяся на врожденную биохимическую устойчивость. Ибис священный инвазивный вид, завезенный в Австралию из Африки. Пошел еще дальше. Он бьет жабу о твердую поверхность, пока та не перестает сопротивляться, затем промывает ее в воде, смывая часть токсина с кожи, и только потом ест. Этот алгоритм из 3 действий ибисы освоили самостоятельно в нескольких несвязанных между собой популяциях, что означает, что поведение возникало независимо несколько раз, а не распространилось от одной особи. Змеи не умеют ни переворачивать жабу, ни промывать ее, ни учиться у сородичей. У них нет лап, нет социального обучения, нет сложного манипулятивного поведения. Единственный путь, доступный змее, изменить собственную биохимию и анатомию. И именно это они сделали, быстрее и радикальнее, чем кто-либо мог предположить. В 2018 году на берегу реки Виктория в северной территории Шайн наблюдал сцену, которую назвал в своих записях переломным моментом. Крупная змея вида Pseudechis australis, та самая мультибандная коричневая змея, популяции которой 30 лет назад рушились от контакта с жабами, методично поедала тростниковых жаб одну за другой. Она не умирала, она охотилась. За 40 минут наблюдения змея съела 4 жаб среднего размера. После каждого заглатывания она замирала на 2-3 минуты, вероятно, переживая воздействие токсина, затем двигалась к следующей. Шайн поймал ее, взял кровь и отпустил. Анализ показал, концентрация буфадиенолидов в крови была в 8 раз выше летальной дозы для змеи без мутации. Эта особь просто не замечала количество яда, убившего бы 20 обычных змей. Это означало нечто принципиально новое. Змея перестала быть жертвой жабы и стала ее хищником. За 90 лет трофическая цепь перевернулась. Вид, который уничтожал змей миллионами, сам стал кормовым ресурсом для тех, кого не смог убить. Полевые учеты подтвердили это в масштабах популяции. В районах северной территории, где жабы присутствуют более 30 лет, их плотность начала снижаться. Не от болезней и не от засухи. Хищническое давление со стороны адаптировавшихся змей и ворон стало реальным сдерживающим фактором.
В 2000 году на 1 квадратный километр типичного места обитания приходилось до 2000 жаб, в 2020 на тех же участках от 600 до 800. Снижение на 60% за 20 лет. Но кульминация этой истории не в цифрах плотности. Она в том, что произошло с самими змеями как видами. Псеудехис australis в зонах длительного контакта с жабами сегодня отличается от своих сородичей без контакта настолько, что ряд исследователей поставил вопрос о начале видообразования. Морфологически, физиологически и поведенчески это уже не вполне одинаковые животные. Они могут скрещиваться и давать плодовитое потомство, значит, формально остаются одним видом. Но генетическое расстояние между популяциями с жабами и без жаб нарастает с каждым поколением. Эволюционный биолог Кэтрин Мёрфи из университета Аделаиды в 2023 году подсчитала, при сохранении текущей скорости дивергенции через 10-15 тысяч лет эти популяции могут стать репродуктивно изолированными. Один инвазивный вид, завезенный человеком, запустил процесс образования нового вида змей. Это шокирует по одной причине. Видообразование считалось процессом, требующим сотен тысяч или миллионов лет географической изоляции. Здесь нет географической изоляции, популяции с жабами и без жаб живут на соседних территориях и периодически контактируют. Но давление отбора настолько мощное и направленное, что генетическое расхождение идет быстрее, чем генетический обмен между популяциями успевает его сгладить. Жаба, завезенная для борьбы с долгоносиком, которого она так и не поела, случайно создала условия для появления нового вида позвоночных животных. Это не метафора и не преувеличение, это задокументированный вывод рецензированного научного исследования, опубликованного в журнале Nature, Ecology and Evolution. И где-то на северо-западном фронте продвижения жаб, там, где они появились всего 5-10 лет назад, сейчас гибнут змеи без мутации. Но среди них уже есть носители нужного варианта гена. 1 из 100, 1 из 200. Они выживут, они размножатся. И через 20 лет эта популяция будет выглядеть так же, как те, что Шайн наблюдал на реке Виктория в 2018. Эволюция не останавливается, она просто движется туда, куда движется фронт жаб. В 1935 году человек выпустил 101 жабу, чтобы спасти урожай сахарного тростника. Жабы тростник не спасли. Зато за 90 лет они убили десятки миллионов животных, перекроили экосистему целого континента и случайно запустили один из самых наглядных эволюционных экспериментов в истории биологии. Ответ на вопрос из начала этой истории прост и конкретен. Австралийские змеи не просто выжили рядом с тростниковой жабой, они изменились на молекулярном уровне, изменились анатомически, изменились поведенчески, и теперь часть из них ест жабу как обычную добычу. Вид, который должен был уничтожить змей, стал их кормом, но победа не была бесплатной. Сотни тысяч змей погибли за те десятилетия, пока шел отбор. Целые региональные популяции исчезли навсегда. Не успели накопить нужные мутации до того, как жабы выкосили всех носителей старого варианта гена. Виды с медленным размножением, 1-2 детеныша в год, долгое половозрелое созревание, не успевали отвечать на давление отбора достаточно быстро и просто вымерли на части своего исторического ареала. Рик Шайн подвел итог в своей книге, вышедшей в 2021 году. Тростниковая жаба оказалась не катастрофой для австралийской природы, а жестоким тестом. Те виды, у которых было достаточно генетического разнообразия и достаточно короткий цикл поколений, тест прошли. Те, у кого этого не было, провалились. Это переформулирует весь разговор об инвазивных видах. Стандартная картина выглядит так. Чужеродный вид приходит, уничтожает местных, экосистема деградирует. Австралийские змеи показали, что эта картина неполная. Местные виды не пассивные жертвы. Они отвечают. Скорость и успешность ответа зависит от конкретных параметров: генетического разнообразия, длины поколения, наличия нужных вариантов генов в исходной популяции. Сегодня в северной территории и северном Квинсленде живут змеи, которых не существовало 90 лет назад. Не как отдельный вид с новым названием, но как принципиально иная версия своих предков. Их сердца устойчивы к яду, их головы меньше, их инстинкты отточены под новую реальность. Вот так змеи не только выживали, но и эволюционировали. Настоящие чемпионы по выживанию. Если вам интересно, какие еще удивительные истории скрываются в нашем мире, загляните на whiteori.com по ссылке в описании. Там море интересного. Они продукт 90 лет непрерывного отбора, запущенного одним административным решением австралийского чиновника в 1935 году. Финальный факт, который стоит запомнить: фронт тростниковых жаб продолжает двигаться на запад со скоростью 60 км в год. Там, куда жабы еще не дошли, змеи пока не изменились. Там, куда они придут через 10 лет, через 20 лет, через 30, изменения уже начнутся. Эволюция не ждет, она просто следует за жабой. И где-то прямо сейчас, на западной границе северной территории, первая партия тростниковых жаб переползает невидимую черту в новый район. Местные змеи не знают, что их ждет, но 1 из 200 несет в своих клетках именно тот вариант гена, который через 30 лет станет нормой для всей популяции. Она еще не знает, что выживет, эволюция уже знает.